Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Уже декабрь. Время, когда мы подводим итоги года и ставим цели на следующий год. О своих итогах года я расскажу в другом видео. В этом видео я хочу поговорить о новогодних обещаниях, о том, что мы обещаем себе сделать в новом году. Потому что, как известно, Новый год – новый я. В новом году люди обычно хотят быть лучшей версией себя. Итак, в этом видео я перечислю самые популярные новогодние обещания, или новогодние резолюции. Итак, когда люди хотят измениться, они часто говорят о привычках. Привычки – это то, что мы делаем каждый день, без усилий. Есть вредные привычки и полезные привычки. Конечно, многие люди хотят избавиться от вредных привычек. Они хотят бросить делать что-то. Бросить значит перестать что-то делать, остановиться. Например, одно из самых популярных новогодних обещаний – бросить курить. Курить вредно и для здоровья, и для кошелька. Следующее обещание – меньше сидеть в телефоне, меньше заходить в социальные сети. Конечно, это тоже привычка. Люди сейчас проводят слишком много времени в интернете, и многие хотят начать тратить это время на более полезные вещи. Здесь же можно поговорить о сериалах. Сейчас есть много разных сериалов, очень большой выбор. Это огромная индустрия. И, к сожалению, у многих есть зависимость. Они смотрят сериалы всю ночь. Поэтому в новом году они хотят избавиться от этой привычки. Также многие хотят перестать опаздывать. Опаздывать значит приходить позже. Например, встреча запланирована на 5 часов, а вы приходите в 5:30. Согласна, опаздывать – плохая привычка. Хотя в некоторых культурах это норма, но не в русской культуре. Теперь поговорим о прокрастинации. Если вы прокрастинатор, скорее всего, вашим новогодним обещанием будет перестать откладывать дела на потом. Откладывать на потом значит не делать задание сейчас, думая, что потом у вас будет больше желания и энергии это сделать. Спойлер, не будет. Еще одно новогоднее обещание – проводить больше времени с семьей. Это кажется достаточно простым пунктом, но для многих это сложно, так как часто у нас есть много работы, домашние дела тоже отнимают много времени. И не остается времени на семейные прогулки, на семейные вечера.
Также многие хотят быть внимательнее к своему здоровью в новом году и хотят перестать есть фастфуд и сладкое. То есть они хотят правильно питаться, то есть есть полезную еду. Заменить фастфуд, пиццу, чипсы на овощи и фрукты. Или, например, многие хотят пить меньше кофе или сладких напитков. А кто-то хочет пить достаточно воды, ведь это тоже иногда сложно. Другое популярное новогоднее обещание – начать заниматься спортом. Бегать, заниматься йогой, теннисом, ходить в тренажерный зал. Или заниматься спортом регулярно. Хорошее желание, но если вы занимались спортом один раз в год, вы не сможете с 1 января заниматься спортом каждый день. Скорее всего, вы сдадитесь уже через неделю. На что похоже занятие спортом? На изучение языков. С 1 января я буду изучать русский каждый день по 2 часа и выучу русский к концу 2026 года. Вы, конечно, можете попробовать, но я все-таки советую вам начать не с 2 часов в день, а с 30 минут. Не каждый день, а через день. И вероятность того, что вы не бросите изучение русского через месяц или неделю, вырастает. Еще одно новогоднее обещание – больше читать. Думаю, не только у меня есть список книг, которые я хочу прочитать, но не читаю. Поэтому я с вами, ребята. Следующее новогоднее обещание – меньше тратить деньги на ерунду. Ерунда – это ненужные вещи. Но иногда человеку кажется, что ему нужна эта вещь. Тем более сейчас есть скидка. Может быть, это небольшая трата сейчас, но если вы хотите накопить на что-то, это может быть проблемой. Путешествия. То, что обожают многие. Поэтому часто обещают себе путешествовать больше в новом году. Хотя для многих выйти на прогулку из дома уже много, поэтому они обещают себе больше гулять в новом году, проводить больше времени на свежем воздухе. Это все на сегодня. Конечно, сегодня я хочу спросить вас о ваших новогодних обещаниях. Расскажите в комментариях, что вы обещаете делать или не делать в новом году. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Смотрите другие мои видео, слушайте наш подкаст «Русский блин». Увидимся в следующем видео. Пока-пока!